Всем огромный привет! Меня зовут Света, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я расскажу вам о том, на каких принципах базируется высшее образование в Швеции. Если вам интересно, не переключайтесь. Наверное, многие зрители моего канала знают, я с этого года, с сентября, учусь в Каролинском институте на магистерской программе по токсикологии. И Каролинский институт находится в Стокгольме, Швеции. Магистера я не получала нигде, кроме Швеции. То есть мое первое образование это был специалист, то есть 5 лет в России. Затем я училась на бакалавра в Финляндии, и вот это мой первый магистр в Европе. И, конечно, он очень отличается от бакалавра, которого я получила 4 года назад. 5 лет назад, уже 5 лет, боже мой, как быстро идет время. Отличается он еще и, наверное, потому что это две разные страны, да, Швеция и Финляндия, хотя они очень близки по своему менталитету. Ну и время прошло, да, какое-то, то есть какие-то новые технологии, новые методики внедрялись. И, в принципе, наверное, в нашем университете, да, в Каролинском институте тоже есть какие-то свои собственные взгляды на учебу. И вот этим вот всем я хочу с вами поделиться и рассказать вкратце, какими принципами руководствуются наши преподаватели, наши учебные заведения для того, чтобы сделать наше обучение максимально эффективным. Так, первый принцип – это безопасные условия обучения. Они его озвучивали нам с самого начала, то есть прямо в первый день мы пришли, и они сказали, что вот они хотят сделать safe educational environment, да, то есть безопасные условия, безопасное окружение, в котором каждый может учиться, да, не бояться задавать вопросы, не бояться высказать свое мнение. И, в общем-то, чтобы никто не реагировал как-то с насмешкой или с унижением, да, каким-то на глупые, может быть, реплики другого человека, чтобы, в общем, все относились друг к другу с уважением, все друг другу готовы были помочь и все такое. Ну и, в общем-то, это еще называют student-centered education, да, то есть здесь получается как бы в центре вот этого образования находится студент, не преподаватель, не учебное заведение, а именно студент, и он должен как бы получать от вот этого образования максимум, да, и это как бы воплощается в том, что нам составляют такое расписание, например, чтобы оно было для нас удобно, для всех. Это также выражается в том, что у нас есть, например, каждый день перерыв на обед, да, час, и мы его можем проводить как хотим. Ну и, в общем-то, в принципе, отношение преподавателя к студенту, что мы являемся как бы субъектом этого образования, и мы, в общем-то, их цель, да, что и наше обучение является целью преподавателей, и они как бы стараются сделать все, чтобы мы, в общем-то, все поняли и все освоили. Ну, по крайней мере, в теории это так, и могу сказать, что люди, в общем-то, работают в нашем вузе очень такие приятные, да, с которыми можно всегда поговорить, можно высказать какие-то там свои проблемы, да, про них рассказать, свои какие-то трудности. Ну, и я лично пока не сталкивалась с такими какими-то ситуациями, когда я бы почувствовала, что эта среда, да, обучения, она небезопасна. Принцип номер 2 – это интерактивность. Интерактивность сейчас внедряется в очень многие современные педагогические методики на всех уровнях, да, начиная там с 1 класса, заканчивая докторскими какими-то степенями. Интерактивность заключается в том, что коммуникация должна идти не только односторонняя, да, от преподавателя к студенту, а они должны друг с другом тоже как-то коммуницировать во время занятия. Ну, конечно, если это лекция, да, формат лекции, интерактивности там, разумеется, меньше, но очень всегда поощряются любые вопросы, которые могут задавать студенты в любой момент. И даже иногда, я не говорю уже о каких-то таких воркшопах или семинарах, где там все время все друг с другом коммуницируют, но даже во время лекции бывают такие моменты, да, что нас, например, разделяют на группы, да, на какие-то маленькие, и мы какой-то вопрос
обсуждаем, да, допустим, 5 минут, а потом рассказываем, что мы там наобсуждали. И это как бы интерактивность, которая призвана помочь нам сконцентрировать свое внимание, да, потому что сложно слушать очень долго, как один человек говорит, и как бы разбивается вот такими интерактивными паузами, чтобы мы как бы проснулись и смогли потом с новыми силами, да, начать слушать, продолжить слушать то, что человек говорит дальше. Но к интерактивности можно относиться по-разному, да, я, в принципе, считаю, что как концепт это очень хорошо, да, в целом, потому что действительно внимание очень сильно рассеивается, когда ты очень долго слушаешь лекцию, и вот эти интерактивные паузы, они помогают как бы немножко взбодриться, да, и начать уже слушать более сконцентрированно. Вот, но с другой стороны, интерактивность это может быть высосана из пальца, и она становится уже какой-то самоцелью, то есть даже если лекция такая, что не предполагает какой-то коммуникации, да, между студентом и преподавателем, что там какая-то совершенно новая информация, и студенту, в общем-то, сказать нечего, да, но все равно включаются вот эти интерактивные минутки, и более того, мой муж недавно читал лекцию в Zoom, которая была как бы такая тестовая лекция, где он должен был показать, что он вот умеет преподавать, и ему сказали, что обязательно там должна быть интерактивная часть, то есть не то, чтобы вы можете включить интерактивную часть, да, если у вас подойдет по теме, а там должна быть интерактивная часть. И, в общем-то, у него такая специфическая довольно тема. Сложно было придумать что-то интерактивное, но пришлось, потому что это было обязательно. И мне кажется, что вот реально для многих преподавателей это какое-то правило, спущенное сверху, то есть они эту интерактивность всовывают просто везде. И иногда групповые вот эти дискуссии очень длинные, там минут 20, а вопрос какой-то непонятный, да, то есть он какой-то высосанный из пальца, ни о чем, очень абстрактный, и ты просто не знаешь 20 минут, о чем говорить, да. С другой стороны, если бы это был какой-то реально такой очень актуальный вопрос, да, или какая-то проблема, о ней можно говорить и час вполне, да. Проблема-то не в том, что интерактивность плоха, а плоха она тогда, когда, в общем-то, она просто вставлена как самоцель, да, в эту лекцию, и тогда люди, в общем-то, чувствуют, что как-то бесполезно это все, и все это делается только для виду. С интерактивностью можно связать третий пункт – это работа в группах. О, сколько я могу рассказать вам о работе в группах. Ну, в общем-то, в нашей программе все практически базируется на работе в группах. То есть помимо теоретической части есть какая-то практическая часть, и практическая часть, но она в 99% случаев в группах. То есть это могут быть какие-то совсем маленькие дискуссии, там буквально 5 минут, либо это может быть какое-то большое задание, которое вы делаете там несколько дней, несколько недель, и тоже в группах. И, в принципе, я не имею ничего против работы в группах, потому что сейчас в профессиональной жизни тоже, в общем, по крайней мере, в нашей сфере работа вся ведется в группах, и поэтому мы должны уметь это делать. И я, в принципе, люблю работать в группе, если там все люди адекватные, и я умею как бы слушать других, я стараюсь высказывать свою позицию, да, если она у меня есть. Но везде есть свои нюансы, помимо каких-то индивидуальных отличий, да, что человек какой-то просто скромный, застенчивый или очень болтливый, супер экстраверт, да, это сразу видно в любой группе. Играет роль предыдущий опыт. Если брать во внимание эти два параметра, да, то люди очень разные, и иногда бывает, что группа вся очень хорошая, там много активных людей, и они все как бы привносят какой-то вклад, да, свой, а иногда бывает, что случайным образом в группе оказываются очень молчаливые люди, и у меня только что закончился Zoom, в котором нас тоже разбивали на группы, и потом мы должны были как-то, отвечать на вопросы определенные, да, один человек из группы должен был отвечать, и оказалось, что из 5 групп у нас получилась одна такая очень молчаливая группа, которая в какой-то момент, когда им сказали, вот группа номер 3, отвечайте, они просто не отвечали. То есть это были черные квадраты в зуме, все молчали, и никто не хотел взять на себя инициативу и ответить. Просто было молчание, в итоге ответила другая группа. Вот. И такое сплошь и рядом, в общем, что какие-то отдельные люди не
работают совершенно в группе, или целая группа такая, да, что она вообще не может ничего произвести. И что меня больше всего как бы расстраивает, и это, конечно, закономерно, да, то, что людям за то, что они не работают в группе, ничего не бывает. То есть нет никакого наказания, нет никаких, так сказать, мер, да, которые бы приняли. Конечно, я не считаю, что людей надо прям серьезно наказывать, там, выкидывать из программы, но хотя бы поговорить, как-то там спросить, в чем проблема, да, мне кажется, стоит. Ну, может быть, они это сделают потом уже в будущем, но пока что вот этой, например, группе, которая не ответила на вопрос, а промолчала, ничего не было. Как бы люди спокойно закончили Zoom и пошли жить дальше, да, как ни в чем не бывало. Мне кажется, что это все-таки как-то неправильно, и я не знаю даже, что с этим можно сделать. Если у вас есть какие-то идеи, напишите, пожалуйста, в комментариях. 4-й пункт – это критическое мышление. У нас очень много заданий направлено именно на то, чтобы критически осмыслить какую-то информацию, да, по крайней мере, на вот этой магистерской программе. Это такой основной фокус. Я не знаю, как там на бакалавре или на каких-то других программах, да, не в моей области, но мы читаем очень много научных статей, и главное для нас всегда не понять даже результаты, да, того эксперимента, который был проведен и потом рапортован этой статьей, а именно понять, все ли в этом исследовании было проведено согласно каким-то стандартам, да, и критически осмыслить результат, можно ли ему доверять. И мне кажется, этот навык, он полезен не только в работе, не только в профессиональной деятельности, а вообще в принципе. Это навык, который должен вообще-то быть у всех людей. Я считаю, что у всех людей должно быть критическое мышление, независимо от места работы и области деятельности. И прямо с 1 класса надо детей учить критически относиться к информации. В наш век информации, когда из любого утюга льется вообще поток каких-то, значит, сведений, и там половина, как минимум, это все вообще неправда, из оставшейся половины там тоже как-то сомнительно половина, но, в общем, остается совсем небольшая часть, которая является в общем-то, информацией, которой можно доверять, да, и вот это вот очень важно, мне кажется, развивать в себе, и я рада, что вот у нас такой вот фокус в нашей программе. Но дальше уже о каких-то более практических вещах расскажу. 5-й пункт – это расписание. У нас расписание составляется где-то на месяц-два вперед, в зависимости от длины курса, на один курс. У нас, кстати, один курс только одномоментно идет, то есть вот мы начинаем один курс, и потом заканчиваем, сдаем экзамен, а потом начинается следующий курс. Вот, и расписание составляется заранее на весь курс, оно может немножко меняться, и оно у нас есть в интернете, то есть выложено, и мы всегда можем сверяться с ним. И что мне нравится в нем, что там отведено время для самостоятельной работы тоже. То есть если у нас какое-то есть задание, которое мы должны сдать к определенному моменту, у нас всегда есть время, чтобы это задание делать. И это время, оно в нашем расписании, то есть с 9 до 4, да, примерно оно должно вмещаться. И то есть после 4 часов уже считается наше свободное время, и в это время мы не должны заниматься никакой учебой, никакими заданиями, и как бы время должно быть предусмотрено в рамках этого рабочего времени. И это, мне кажется, вообще гениально, потому что иногда так бывает, что когда учишься, у тебя, значит, вроде как в расписании это все нормально, как бы нет никаких перегрузов, но зато домашняя работа, да, самостоятельная работа, она какая-то гигантская, и вообще непонятно, когда ее делать, не предусмотрено вообще время для того, чтобы ее делать. Поэтому мне кажется, что это просто гениально и очень правильно, и я очень благодарна тем, кто это придумал, молодцы. 6-й пункт – это перерывы каждые 40 минут. Мне кажется, что это тоже какая-то директива, спущенная сверху, потому что все преподаватели делают каждые 40 минут перерыв, где-то 5, 10, 15 минут. И у нас никогда практически, за редким исключением, не бывает каких-то сессий длиннее 40 минут. И особенно если это лекция, то очень тяжело концентрироваться, конечно, дольше 40 минут, и это очень правильно, что есть время, в общем-то, отвлечься и потом уже вернуться с новыми силами слушать дальше.
Седьмой пункт тоже касается расписания. В нем у нас строго прописано, что является обязательным, а что нет. То есть цветом отмечены те занятия, на которых мы обязаны присутствовать, и другим цветом отмечены те, которые являются добровольными. Несмотря на то, что они являются добровольными, на них, конечно, все-таки стоит присутствовать, потому что сложно потом эти лекции понять самому. Вот. Но, в принципе, никто тебя не убьет, если ты на эти добровольные занятия не придешь, да, и, в общем-то, это на твоей совести, как ты хочешь эту информацию воспринимать. И, в принципе, конечно, всегда у меня так было, да, что в жизни, что когда я училась, было понятно, в принципе, что обязательно, что нет, но некоторые все-таки пары были не очень понятны, как стоит прийти или не стоит, что преподаватель подумает, да, про тебя, если ты не придешь, что ты какой-то лодырь. А здесь как бы нет такого, в принципе, то есть если это не обязательно и ты не пришел, то это абсолютно нормально, то есть это полностью окей, и никто до тебя докапываться не будет. Ну и 8-м пунктом расскажу про ковид, коронавирус, да, и то, как он повлиял на эти принципы обучения. Ну, здесь довольно-таки практические тоже моменты. Например, то, что у нас учеба сейчас 50/50 на кампусе и онлайн, что мне кажется очень здорово, и меня этот, в общем-то, подход полностью устраивает. Ну и касательно того, что есть у нас обязательные занятия, на которых нужно присутствовать, естественно, человек, который заболел, он не должен приходить на эти занятия, вообще не должен выходить из дома, да, он должен сидеть дома, и даже если заболел кто-то из домашних, ты должен тоже сидеть дома, даже если ты здоров. И как это реализуется касательно вот этих обязательных занятий, нам было сказано, что если вы не можете прийти на какое-то обязательное занятие, просто посылайте e-mail преподавателю, и он дает вам какое-то альтернативное задание, чтобы как бы поставить галочку, что вы как бы это занятие отработали. Вот. И тоже касается экзаменов. На экзамен тоже нельзя приходить больным. Если вдруг ты заболел, то ты просто его сдашь в другой день попозже, там, на неделю, на 2. И это, конечно, замечательно, что не нужно трястись, что вдруг я заболею, что я буду делать. У меня вот была такая проблема с бакалавром. Там у нас, конечно, никакого ковида не было еще, но у нас были обязательные лабораторные работы, которые было сложно организовать или сложно организовать заново, да, если ты вдруг не смог прийти, и сложно чем-то заменить. То есть если ты не пришел на нее, то дальше неизвестно еще, когда ты сможешь сходить там с другой группой в следующем семестре. Получается, этот курс у тебя будет не зачтен, и это может вызвать... То есть, если даже ты не сходил на одну эту лабораторную работу, то весь курс будет не зачтен. И потом как бы встает вопрос, а можешь ли ты уже продолжить на следующий курс, да, потому что иногда бывает, что обязательным требованием является прохождение предыдущего курса. И, в общем, там так все было непонятно. Но, короче, в итоге просто люди приходили реально больные, просто чтобы не иметь проблем, да, с этим, потом не ходить там, не выяснять, как можно компенсировать, да, свое отсутствие и как можно не потерять вот эти вот кредиты. Ну, в общем, там была куча всякой бюрократии, и вот я, например, ни одного не пропустила обязательного занятия вот этого лабораторного и ходила, в общем, в любом состоянии, потому что просто себе дороже. Это было все, что я хотела рассказать. Получилось такое очень длинное видео, но надеюсь, вам было интересно послушать, какие принципы здесь внедряются для увеличения эффективности обучения, да, в вузах. И мне кажется, что здесь очень много всего разумного, но есть, конечно, какие-то и такие косячки, но они как бы вытекают из плюсов, да, просто плюсы, которые доведены до такого уже абсурда, что они становятся минусами, да, но в целом мне, конечно, очень здесь образование нравится, и именно подход нравится, акцентированный, фокусированный на студенте, да, и мне кажется, что оно, по крайней мере для меня, оно очень хорошо работает и довольно эффективно. Напишите в комментариях, какой у вас опыт был от высшего образования, если вы получали в России или где-то в Европе, и согласны ли вы с моими пунктами, если вы учитесь в Северной Европе или учились. И если вам понравилось это видео или показалось интересным, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ну а мы с вами увидимся в следующий раз. Пока!